Смены, ребятки! Часто попадаются либо два мужчины, либо две женщины. Ну, вы и сами знаете, что это значит. Сашка, тебе нравится? Да. Просто красивая, но не выделяющаяся. Нету вот каких-то итальянских. Ну вы понимаете, да, вот как в Италии, да. Мы специально утром не кушали, вчера вечером не кушали. Ланч безлимитный 15 евро. И можно 10 блюд за раз заказать. И через 2 минуты еще 10. Но мы, конечно, ожидали немного больше. Это половина омара. Это еще не все, ребят. И в нас влезет. Сколько тут позиций, я вообще не знаю. Ну, очень много. Это все мы съели на двоих. Посмотрите, как роскошно тут все выглядит. Алоэ стоит 19,90. Я бабушке расскажу, бабушка будет в шоке. Она скажет, ты что, сумасшедшая? Медведь-алкаш. Он еще и за рулем. Алкашнё еще то. Он задавил. Офигеть, он еще и задавил. Вон медведя. Медведь охмурил какую-то девчонку на машине. Вот здесь само заведение знаменитое, но мы идем дальше. Ребята, у нас нет таких взяли. Через стекло посмотреть на богатую жизнь. Вот на эту штуку мы идем. Если вы что-нибудь слышите, ставьте класс. Ну, лох, это судьба. Как можно работать до 8? До 8, Саш. Да сколько мы любим мясо, аж с Вены притащили. Путешествовать можно очень даже недорого и с полным спектром эмоций. Мы провели 2 полных дня и там еще половину. 328 евро. Путешествуйте, если, конечно, хотите, если вам это нравится. Ну, если кому-то не нравится, значит, кто-то не пробовал. Да. Доброе утро, ребят! Сегодня уже последний день. Ну, то есть, вообще теоретически мы уезжаем в 4 утра, улетаем точнее. Но сегодня как бы целый вот такой последний день мы проводим тут у нас в Вене. И хотела рассказать, что мы с Сашкой провернули. Короче, здесь в отеле платный чай, платное кофе, но кипяток бесплатный. Это мы вчера узнали. И чай стоит, как и кофе, ну, то есть там до 2 евро. Ой, точнее, от 2 евро и выше просто за чай. Просто вот там, не знаю, вот такая кружечка. И обычно одноразовый пакетик. Блин, 2 евро? Вы что, серьезно? И мы с Сашей стали возмущаться, что типа это очень дорого, и подумали, ну и пофиг, без чая. И вчера вечером шли и увидели, что у нас вот внизу, там где регистрация, там есть такой автомат. И за кофе платно, а за кипяток бесплатно. То есть кружечка, вот это вот все входит в бесплатную стоимость. И мы, короче, пошли, купили себе чай. Обычно за 99 центов 25 пакетиков, между прочим. И пьем, блин, теперь этот чай тогда, когда мы захотим. Просто кипяток бесплатно. Сейчас покажу. Вот так, ребята, выглядит этот чай. Мы взяли кипяточка, положили чай. Чай потом вам покажу, он там далеко лежит. И просто самое интересное, что вот, пожалуйста, бесплатно пейте чай. Ну, как бы за 99 центов, 25 пакетиков. Я считаю, что это супер выгодно. Короче, ребята, пользуйтесь нашим лайфхаком. Если вы вдруг не знали, то всегда смотрите в отелях 100% где-то кипяток дают бесплатно. Пожалуйста, не благодарите. Сашка, поздоровайся-ка с ребятками. Чин-чин, бесплатный чай. Мы идем в такое сейчас место. Идем есть. Мы специально утром не кушали, вчера вечером не кушали для того, чтобы сегодня покушать. Короче, все покажем, все расскажем, да? А пока пешочком, да. Если слышно было Сашу, если нет, я повторю. Мы сейчас, нам где-то идти минут 35 до этого заведения, куда мы идем. Мы специально идем пешком, чтобы еще дополнительно нагулять наш аппетит. Все, включимся чуть позже. Пока мы идем с Сашей в это заведение, по пути нашли такой клевый костел, но он уже заброшенный. Ну как, я думаю, что он не работает. Может, и работает. Ну, подождите, не заброшен, не то слово я, конечно, подобрала. Он не заброшен, он просто не работает. Но выглядит он очень клево. Как и все костелы, старинный, классный. И, ну, мы не могли не заснять и не показать, и на память не оставить. Вот. Пока мы стоим на светофоре, хотели акцентировать внимание на том, что там нарисовано 2 мужчины. И часто попадаются либо 2 мужчины, либо 2 женщины. Ну, вы и сами знаете, что это значит.
Ребят, простите меня, пожалуйста, я сказала, что он закрыт, а он, оказывается, открыт. И мы собираемся туда заглянуть. Потому что вот дверь открыта. Пойдем посмотрим. А с чаем можно? Сейчас попьем. Ну, как-то не очень. Сашка стоит с чаем. О, зеленый. А тут вот один человечек. Это для нас. Все для нас? Вот один человечек, пожалуйста. Все, пойдем зайдем. И как обычно, чем красивее снаружи, чем проще внутри. Ну да, очень простая белая. Кстати, когда мы видели костел просто белый снаружи, внутри был очень красивый. Здесь наоборот, да, и маска. Ребяточки, мы на секундочку попали в Болонью. Вы помните эти крыши, эти арки? Сашка, тебе нравится? Да. Ну, красиво, да? Такая ратуша красивая. А ратуша? Ой, блин, тут флаг все закрывает. Да вы мы сейчас очень увидим, близко. отойдем. Тут даже не видно. Да. Еще мы немножко отойдем, чтобы больше был виден вид. О, вот так-то лучше. Ну, ребята, как возможно, так и сняла. По-другому никак. Но это реально вообще прям красивучее здание. Вообще тут на самом деле не так-то много зданий, которых хочется заснять. Да. Все очень достаточно обычно, по-европейски. Но это не Чехия, не Италия. Очень как-то... Привычная архитектура, Да. она просто везде чистая, ухоженная. Ну, а сцепиться не за что. Ну просто Она вся вот... плоская, ну просто красивая, Да. но не выделяющаяся. Вот я тоже так думаю, что как-то вот не хочется Строго. достать камеру. Строгая, вот, правильное слово. Нету вот каких-то итальянских. Ну вы понимаете, да, вот как в Италии, да. Вот такие вот, знаете, какие-нибудь рельефы, что-то такое, да, на зданиях. Такого нет. Все как-то вот ровненько, строго. Поэтому особо снимать Рука не тянется. нечего, да. А вот такое здание, когда увидел, такое типа, ого, что-то неожиданное. Столько прошли, и вот это мы видим редко тут. Поэтому сразу захотелось поснимать. И плюс еще такая арка. Ну, как бы это вообще Болонья, чистая Болонья. Вот такие дела, ребятки. И дальше там тоже, кстати. Ну и вот она, ратуша Вены, с главной своей парадной стороны. Так, тут, конечно, немножко завешена рекламой, и типа идет ремонт, но очень красиво, стилизировано. Тут еще классный парк, а здесь театр. Ну, вы, да, театр? Да, Хофбург. Вот женщина идет, Ну а нам осталось 5 минут идти до нашего заведения, а здесь еще над нами стоит герцог. Можно посидеть 3 минутки. Да? Да, 3 минутки посидеть. мы уже на месте. Сделали первый заказ из 10 блюд. Заказали еще воду. 50 центов стоит. Ну хотя бы. А весь ланч безлимитный 15 евро. Ну некоторые блюда за отдельную плату. Ну это на одного 50. Да, 15, да. Короче, посмотрите, бутылку. Да, пол-литра минимум. Класс. Ждем. Тут с планшета заказываешь, и можно 10 блюд за раз заказать. И через 2 минуты еще 10. И еще 10. Мы еще кое-что платное заказали. Раскроем карту. Ну, я думаю, потом покажем. Так, первый из наших заказанных блюд мы уже дождались. Это такой шашлычок из креветок небольшой и набор разных роллов и суши. Так, а вот, собственно, гвоздь программы. Ну, мы, конечно, ожидали немного больше. Это половина омара. Но он какой-то уже очень маленький оказался. Неожиданно. Как тебе размер омара? Ну, не знаю, что это больше. Хотелось больше, конечно. Еще какой-то сизый. Думаю, что он вкусный. Кстати, ну, качество роллов тоже вызывает вопросы. В Италии было такое. Да, ну попробуем на вкус. Бьет это. Погнали. Разочаровавшись омаром, мы его быстро съели, потому что там есть нечего. 50 грамм от силы. Мы ели когда-то рак. Вот там вкусно. Там даже больше мяса было. И раки вообще вкусно. А омар Он такой сухой, может, не переваренный. хочу, чтобы мы попробовали такой недорогой. Да, ну, я думаю, не все. Ну, это просто как раки, такой же вкус, как креветки.
Лучше креветок взять, намного больше выйдет. Так, да, а мы продолжим. Мы сказали поке, сашими, гёдзе, это ваками, обожаю. Да. Это должны быть взбитые огурцы, Да, но это необычные. просто сырые. А это батат, Батат фри, сырные шарики и креветки креветки. в темпере. И это еще не все, ребят. И в нас влезет. Это еще только второй заказ. Мы со вчерашнего дня не ели. Мы еще решили заказать утку. Хрустящие. Мы еще много чего решили заказать. Перепробуем почти все меню. Ну, по крайней мере, то, что интересно. Супы мы не будем. Какие-то булочки там всякие. Ну да. Какие-то салаты не все мы тоже. Ну, чтобы не забиваться. Место. Бесполезно. Честно говоря, места уже все меньше и меньше. Еще не все роллы Да. попробовали, да. Ну вот сколько мы тут уже сидим, место прикольное. Но просто есть с чем сравнивать. Хотелось бы на уровне выше. Если бы не с чем было сравнивать, возможно, мы бы кайфовали. Да, кайфовали. Но так как есть сравнивать с Италией, А в Италии было бомба. Там каждое блюдо, Да. отдельные тарелочки специально для него. Там зелень, какие-то растения. Там не то что подать, там даже вкус вот был другой, там роллы были другие. Все. Ну, они не позволяли себе такого. Короче, ребята, ну как-то, ну, типа, Не, ну хорошо, за свои деньги. Неплохо, да. Вены хорошо. ну типа неплохо, но хотелось Да, бы лучше. просто хорошо. Оно В вкусно, Италии все, было да. грандиозно. Но в Италии было вот 15 Делисимо. с 10, да. Прям вот так. Еще порция роллов и сашими из тунца. Ну, на вид, ну, я думаю, все, кто ели нормальные роллы, понимают, что это далеко до идеала. На вкус же, ну, за счет свежести это вкусно. Но это не взрыв такого вот. Знаете, я Вкусно. вспоминаю роллы, скрученные в Еврике так были. В Ну, Беларуси. уровень, да. Да, они выглядят точно так же. Не, ну на вкус хорошо. Ну, как бы, хотелось большего. Вот. Просто отзывы очень хорошие здесь. И как бы на фотографиях все выглядит получше. Бывает. Да, вкусно. Очень. Ну, да, это заведение везде просто. Мы с трудом справляемся с остатками заказанного. И сейчас покажем, как вообще происходит заказ. Вот у нас планшет. Последний на сегодня. Мне даже дышать сложно. Вот этот мороженое с матчей? Да, Или какое? и второе. Блин, ну так все, и это, мы не съедим. 2 мороженых. Это не мороженое, это Нет, фрукты. еще, да, бери фрукты, мороженое Вот это, и брать, личи вот это? мороженое. Ну, ребята, я если это не смогу. Так я съем. Фрукты тоже? Да. Ёшкин-кошкин. И что-то еще было. Креветки. Подожди, а вверх еще? Вверху что-то еще мы хотели. А, не мы, а ты. Да, вот этот. Вот этот? D3. D3. Да, Ой. и креветки. Ну, креветки я точно съем. Вот. И все. И куда, Сашка, дальше? На повара. На повара. И еще И вот это? остальное. Ребят, ну как бы вы поняли. Да, все, сейчас Мы буквально через пару минут все это будет у нас. И нам нужно доесть до часу. Осталось 20 минут. Ну, как раз. Все. Как мы и думали, просто морожка, ну, такой кружочек. Второе морожка и ягоды. Помните, какие были красивые на картинке? Ну и такие вот еще ягоды. Фрукты, точнее. Ну и напоследок креветки. И все. Сашка доедает десерт, креветки, и мы уходим. А креветки мы едим вместе. Десерт тоже. Ребята, дышать точно уже невозможно. последний. Но это точно последний. Все, наконец-то. Я не знаю, что это, какие-то Что-то горячее, шайбочки, да. Не знаю, пусть Саша ест и скажет. Я просто уже все не могу. Кстати, какие вкусные креветки. Вообще свежайшие, да. Людей много? Уже на обед. Да. Ой, все, ладно. Я уже не могу даже говорить от того, сколько я объелась. Ребят, хотим показать, сколько мы всего объели. Давай, это список Это вот заказанных роллы, блюд. неделя. Одна штучка, Вот где даже по 2. Ну, это вода 2. Да. Дальше. Тоже что-то по Салат, 2. гёдза, Да. креветки, фри. И это еще не конец списка. Дальше. Все. Наконец-то. Ребята, вы видели, сколько тут позиций? Я вообще не знаю. Ну, очень много. Это все мы съели на двоих.
Добрались еще до анкерных часов знаменитых. Ну, прикольно, но ну так себе. Они идут в 11 или во сколько? В 12 дня там идет такое музыкальное шоу. Мы сразу думали запечатлеть. Ну, я посмотрел в Ютубе, это так скучно и долго, это 15 минут, фигуры двигаются под музыку разную. Короче, неинтересно. Ну, сами часы, ну, забавно. Ну, мы столько всего уже тут видели. Тут рядом Билла, вот это интереснее для нас даже. Да, еще хотела сказать, тут, короче, продают котики, такие ветки, и там, ну, все знают, короче, котики, ветки с... Ну, вербу. Верба, да. И она продается здесь, то есть платно, до 7,5 евро. Да. Я очумела, когда увидела, что ветки, которые можно оторвать бесплатно. Ну, здесь, может, нет их. Блин, я бабушке расскажу, бабушка будет в шоке. Она скажет, ты что, блин, сумасшедшая? 7,5 евро. Я мне пенсия 7,5 евро. Ладно, я шучу, у нее не такая маленькая пенсия. Вот так, ребятки. Пойдем Биллу? Да. Пошли посмотрим. Зашли в эту пафосную Биллу. И вот, посмотрите, как роскошно тут все выглядит. Ну просто... Ну, когда вот так все красиво разложено, так хочется это все купить. Такие экзотические фрукты, красные бананы. Ну, что, алоэ, Саш. Алоэ стоит 2,49? А, нет, 19,90. Клубника. Ягоды. Короче, что хочешь. Всякие соки. Что там? Ну, нарезанные разные ягоды, фрукты. Можно сразу взять, полежать. Угу. Они, кстати, любители полежать на траве. Вау. Просто Это яблоки с корицей. Они уже... А, яблоки с корицей. Блин, как красиво. Это гранат почище. Так красиво, да? Прикольно, кокос с трубочкой. Круто. Ребят, я нашла. 3 евро стоит вот верба. Ну, котики эти. Вы в шоке? Я тоже до сих пор в шоке. Сашка тоже. Находимся в самом центре. Как всегда, нашли такое красивое необычное здание. Ну, интересно, тут очень много людей. Но нас привлекло немножко другое. Да, самое интересное сбоку. Самое интересное сбоку. Мы увидели такое, ребята. А, как вам? Какие-то медведи, очень старинные. Тут написано, что они не продаются, это просто музей. Это просто музей медведей. Медвежата. Офигеть, я такой первый раз вижу. А вот, смотри, какой. Офигеть. Но они очень старые. Прям вообще. Блин, клево. А вот у них чайная церемония 1950-1960-е года. Блин, класс. Ну, стоило такое увидеть. А вот медведь-алкаш. У него бутылка вот здесь, в руках. Он еще и за рулем. Наглость есть какая-нибудь? У тебя, Мишка? А, так он вообще алкашнё еще то. Он задавил. Офигеть, он еще и задавил. Вон медведя. Сашка, порицаем его, наказываем. А-та-та, а-та-та. Ребята, ну это вообще такое ДТП. Он сбил еще одного медведя. И как Сашка говорит, вот еще свидетели. А вон смеются, ржут. С этой ха-ха-ха, как смешно, какая смешная ситуация. Порицаем. Такое быть не должно. Даже медведя надо наказывать. Ребят, а как вам это нравится? И вообще... Значит, медведь охмурил какую-то девчонку на машине. И едет такой, типа, деловой. Нет, тут вообще очень с юмором сделано. А, еще и улитка. Улитка маленькая. У них тоже церемония чайная. Блин, вообще целый этот шкафчик со всякими штуками. Блин, класс. А у него вон там булки. Блин, вообще классное место. Все-таки тут есть то, что продается. Вот этот медведь с таким стуликом 1200 евро. Как это понимать вообще? Продается только мебель. А, только мебель? О, блин, ребята, только мебель. Без медведей. Вот
вот это вот... Медведи это реклама. Вот там, где медведи, короче, стоят, стоит 5500. Из чего это сделано, блин? 5500. Это антиквариат. Антиквариат, блин. За такие деньги можно столько всего нового купить. Да? Да. Да? Ты в шоке? Я бы не отдала столько денег. Ну, у меня и нету. Стоят годами. Но у меня нет столько денег. Это поставлено специально, чтобы, ну, Привлечь внимание. Вдруг какой-то найдется. Ну да. А вот здесь находится Фигельмюллер, один из самых знаменитых ресторанов. И здесь очень нахваливают шницель огромный. Но мы съели сегодня уже дневную норму в буфете, где Мы просто объедались. обожрались. Не, мы... Поэтому мы еще зайдем в магазин на ужин, а пока что покажем какой-то туннель. Посмотрим. Если тут так много людей, это означает то, что тут прикольно. Да, здесь интересно. Тут реально прикольно. Витрина, конфеты. Классно. Кто что заметил, я конфеты. Не, ну смотрите, какой дворик. В чешском стиле. Да, или в венецианском даже. И какая обувь. Блин, она, наверное, стоит, блин, как крыло самолета. Да, А тут нету цены, ребят. конечно. У-ля-ля, Сережка, ты вот такую хотел? Штуку намазанную. Ну, как это, Наверное. гуталин. Как он называется? Смотри, а это типа кожа. Образцы. Из чего сделано, да. О, смотри, набор. М. Ребят, ну можно хоть это, через стекло посмотреть на богатую жизнь? Смотри, у них есть это, сайт. Вот здесь само заведение знаменитое, но мы идем дальше. Ребята, у нас нет таких зелен. И вот здесь они прям рекламируют свои знаменитые шницели. Мы находимся внутри собора Святого Штефана. И, ну, красиво. Вот это. Но это очень... Тихий. Но это бесспорно очень красиво. Правда, можно зайти только вот до этой калитки. Калитка как на колхозном, да, звучит? Заборы, калитки, ну, ограничения. Вот так вот, ребята, выглядит все. Интересно, где орган? Наверное, с обратной стороны. Но орган тут 100% должен быть. Орган 100% должен быть. Блин, такие огромные колонны. Офигеть. Орган? О, есть орган, ребят. Ну, очевидно. Где он еще может быть? И вот так вход выглядит. Людей много. Покажу через вот такое ограничение в дырочку, как вот он полностью выглядит. Ну, я думаю, кто был в Вене, тут много, ну, были тут. Но кто не был, может быть, было бы интересно посмотреть. Фух, ребят, мы в парке. В кратере. Видно? Видно этот круг обозрения. Колесо обозрения. Мы просто очень устали. Мы прошли 10 километров. Это где-то 15 тысяч шагов. Да? Или Ну, больше? уже больше. Это сегодня. Ну, и да. мы Еще не больше всё. часа, наверное, без перерыва шли. Вообще, мы устали, капец. И мы вот присели. Мы хотим, если получится, в парке покататься на одной карусели. Ну, потому что интересненько. Ну, если получится, посмотрим еще. Надо еще туда дойти. Мы пока присели и подумаем об этом, да? Фух, следите за нами. Расскажем, что тут и как. Ребята! Мы в парке. Как вы заметили, мы уже говорили, мы сидели тут, отдыхали и пошли. Вот на эту штуку мы идем. Видите, люди крутятся. Надеюсь, вам все видно. Мы идем туда. Соответственно, мы там снимать, конечно, не сможем. Блин, классно. Стоить должно 5 евро. Ну, сейчас офигеть. Блин, ребята, надеюсь, там прикольно. Но сейчас на улице 21 градус, поэтому не должно быть прям там супер холодно. Но это они все выше поднимаются. Ой, как я хочу туда. Сашка, ты? Ну да, интересно. Блин, прикольно, они все выше и выше. Я вообще не боюсь карусель,
Особенно, если там хорошая страховка. А вот тут я сомневаюсь. Тут они такие... Просто У них что-то такое старое. цепочки. У них все такое старое тут, что я переживаю, Саш, что там точно сидушка и цепочка. Как думаешь, все хорошо будет? Будет. Вон пёсель. Тут такой хорошенький. Не могла его не заснять, ребятки. Вон вам машут. Подожди. Привет из Вены. Привет из Вены, ребятки! What English? English. Все, мы сели. Все, мы сели, ребят. Страшно капец. Ребятки! Задувает во все щели. Если вы что-нибудь слышите, ставьте класс. Очень ветрено, но мы на самом. Ребятки, вы знаете, что мы любим делиться важной, ценной информацией. И вот ловите от нас важную, да? Лайфхак. Важную информацию и плюс лайфхак. Значит, так, вы знаете, короче, что в Европе платный туалет, ну, чаще всего. Но мы, люди экономные, мы это уже подчеркиваем. Да, тут находимся в самом центре. Ну, тут, я не знаю, бесплатный туалет только в заведениях, если ты там... И сидишь. то не всегда. Даже да. бывает такое, что в туалет, даже ты сидишь в заведении, все равно будешь Бывают платить. такие. Да. А тут мы, короче, случайно гуляли. Мы сейчас покажем, где гуляли Да, по тут магазину. Такое явное Пафосное место. Да. И Саша говорит, там вон туалет на 3-м этаже, пошли посмотрим, платно он или нет. И оказалось бесплатно. И такой лухарный. Вообще, ребята, короче, мы оставляем координаты. Но еще плюс покажем на видео. Мало ли кто будет, и это удобное место, и кому-то нужен будет туалет. Че платить, блин, зря 50 центов. Заодно можно еще пошопиться в крутом магазине. Там вообще куча шоколадок, Lidl, ой, Lind. Да, это там куча всего. Куча вина, да. можно на месте пить вино, кстати. Да, кстати. Там куча, ну, короче просто все Угу. есть. Короче, ребят, смотрите, где мы находимся. Ну, главный ориентир — это анкерные часы, и прямо под ними находится магазин Билла Корсо. Угу. И Второй вот туда Да, третий. Второй? А, ну, здесь да, второй этаж заходите, можно даже на лифт, сесть в лифт или стать в лифт, на второй этаж нажимаете, и там рыба. И вот увидите рыбу, рыбное дело, и туда идите, короче, там есть, короче, знаки. Там все. Да, там все написано. Короче, ребята, не благодарите, а просто поставьте лайк. Да, а мы пошли дальше. Дошли только сегодня до главной государственной... До главной государственной оперы. Вот она, ребятки, любуемся. Это уже боковая часть немножко. Ну, нам так по пути. Ребятки, ну по пути тогда. Да, мы... там наездник есть, главное. Да, видно. А мы все идем, уже видите, темнеет, мы идем. Нам еще далеко. Мы хотим по морожку съесть. Да. Идем в Спар по морожке. Тут очень сложно найти морожка по одной штучке. Тут только пачками продают. Мы в поиске. Кстати, у нас 21 градус тепла. Вы можете поверить? 21! Я не знаю, сколько в Польше, но думаю, не 21. Ребят, ну лох — это судьба. Мы, главное, идем на расслабоне, на чили, Мы еще гуляем. думали посидеть, морожка взять. Да, морожка взять, покушать. И тут за 15 минут Алехандро вспоминает, что все магазины работают до 8 часов. Как вы понимаете, без 15 минут было. Нам еще идти было до магазина, ну где-то минут 5. Да. Саша вот это вот вспоминает. Короче, мы, конечно же, успели. Почему мы так торопились именно в магазин? Потому что мы в 4 утра уезжаем. А чевище! Да, мы, блин, ничего ни с собой, ни в подарок. Никому. Не, ну мы чуть-чуть успели. Ну, почти ничего. Да. Мы успели какие-то сладости схватить, мы успели сходить в ну парк. сейчас мы успели. Ну, сейчас вообще, да, ну, а до вообще сегодняшнего нет. дня у нас не было ничего с собой взять. Да. Мы просто все оставили вот на это время. Мы подумали, ну что таскать просто так. И, короче, вот сейчас мы успели в Спар за 10 минут. И, конечно, он был маленький, этот Спар, ну, то есть небольшой. Ну, не тот. Да. И выбор очень маленький. Вообще ограниченный. И что успели, то успели, как говорится. Ну, хорошо, хоть что-то успели. Но мы, конечно, лошпеты. Как мы всегда забываем про время. Закрываются в 8. И вообще, что за фигня? Как можно работать до 8? До 8, Саш. Где это видано?
Я возмущаюсь. Так где там видно, я жаловаться буду? Куда можно пожаловаться? Да, буду австрийское правительство буду жаловаться. Короче, это жесть. Мы успели купить их конфеты Моцарт. Хоть что-то, да, Саша? Дорого. Ну, они везде дорого. Да, они везде дорого. Честно говоря, они даже не очень вкусные, но просто... Мы ничего больше не попробовали из австрийского, да. ни шницеля. Ну, мы вафельки еще пробовали. Ну, это не самые настоящие. Ну, они, кстати, они настоящие, они этой фирмы. Но не те, которые должны. Да. Но они все равно и в Польше продаются. Едим их в Польше. Все, идем домой. А ужин у нас, ребятули, будут сосисочки. Вот такие какие-то мы взяли из индюка. Угу. Ну, чай мы взяли бесплатный, как это уже очевидно. Потом вот это картофельный салат. Ну, это какой-то венский национальный салат. Ну, это такой немецко-австрийский. Да. Ой, не немецкий, да. Ну, немецко-австрийский, да. Очень популярный, мы решили... Шницелю подают обычно. Но был большой, мы решили, ладно, возьмем большой. Большой дешевле маленький. Да. Поэтому и хамон. Хамон наше любимое мясо, мы его обязательно взяли. Поесть. Ну и все. И хорошее настроение. И посмотрите, какой Саша красный, он загорел. Сашка, ну попробуй и расскажи нам, вкусно это. Ну, на вид майонеза с картошкой, да? Больше, чем картошки. Ну, очень... Не знаю. Я, конечно, немножко сомневалась. И Саша тоже сомневался. Ну, конечно, это всегда... Да, это очень странно. Но мы решили, ладно, чё нет. Тем более он был, кстати, на скидке даже. Это съедобно. Картошка. Я бы не назвал это салат. Ну, это картошка вареная. С мазиком. Это вот не до оливье. Сюда покрошить остальное, и будет вкусно. Но это картошка с мазиком и зеленью. Блин. Ну, мы примерно так и предполагали. Мы не ждали чего-то вау. Короче, какая оценка? Не знаю, как это оценивать. Короче, ребята, нет оценки. Нет оценки. Извините. Добавить других овощей и, в принципе, салат. Но это нельзя назвать салатом без остального. Как они это придумали? Сейчас я буду пробовать. Ку-ку, ребятки. Вот мы дома. Сказать, что мы в шоке, потому что тут очень холодно. Мы морозно. Немножко были не готовы. Вчера был 21 градус, мы ходили в одних кофтах. В таких вообще легких. А многие в Австрии вообще ходили в майках. Да. Ну, короче, ну что уже об этом говорить? Мы были не готовы, но вот теперь мы уже дома, все хорошо. Хотели, точнее, мы показать, что мы привезли. Мы не так много успели купить. Мы успевали в последние 5 минут работы магазина. Мы уже рассказывали это, ну и вот все, что успели, сейчас покажем. Ну, начнем вот с этого. Это фирма Маннер. Мы толком ее не пробовали в итоге, но хотя бы взяли какой-то ассорти. Что попалось под руку? Тут шоколадки. Я не знаю, они австрийские или нет. Но вроде будем считать, что да. Ну, купили-то мы их в Австрии. Да, мы нашли самое красивое. Нам вот это понравилось. И это, и мы решили, все, берем. Дальше какая-то трубочка. Не знаю, мы тоже наугад взяли. Но мы же никогда это не пробовали. Да. А вот это мы заметили еще в первый день. Угу. И взяли в последний момент. Опять же. Ну, потому что мы планировали взять это все вечером, но не в 8. Мы не думали, что все закрывается в 8 вечера. Дальше. А это мы взяли утром. Это мы как чувствовали. Значит, это очень вкусненько. Это какие-то, ну не знаю, просто вафельки. Это мы тоже собирались взять с первого дня, в итоге взяли в последние минуты. Хорошо, хоть успели. Скорее всего, мне кажется, это нам не понравится. Но хоть что-то надо было взять. Но это же типа национально, вот это вот венская сладость. Ну, да. Это мы еще привезли мясо. Это беспроигрышная точно покупка. За 2 евро. Лучше, самое ценное, что можно привезти. Да, насколько мы любим мясо, аж с Вены притащили. Но оно реально было очень вкусненькое. И чай. Просто вот такой яблочный чай, который мы пили, который мы купили, точнее, благодаря, для того, чтобы пить вот кипяток, вот этот вот бесплатный. Ну вот и все, ребята, все, что успели привезли. Ну, в принципе, достаточно, мне кажется. Тут сладостей дофига. Есть не переесть. Ну что, Сашка, пришло время рассказать, сколько нам обошлась поездка в Пенёнзах. Да, это важный пункт. И, мы как бы сами заостряли на это внимание, что путешествовать можно очень даже недорого и с полным спектром эмоций. Мы, конечно, могли потратить меньше. Мы немножко
Некоторыми тратами остались разочарованы. Например, едой в заведении. Да? Да. Ну, начнем с того, наверное, с общей суммы. Это 328 евро. Это, ну, там округлено до евро. Там уже, конечно, центы плюс-минус где-то отброшены, но до 330 мы не добрали даже. Это при том, что у нас было 3 ночи в отеле, и как бы вечер первого дня, ну и рано утром последнего мы уже улетали, поэтому, ну, как бы мы провели 2 полных дня и там еще половинку. Ну, то есть тоже надо было и поесть, и где-то походить. Я думаю, мы потратили довольно мало для такой дорогой страны. В целом, самый дорогой пункт – это жилье. Причем мы на этом очень сильно сэкономили. Ну, мы 3 ночи в отеле жили за 99 евро. Это офигеть. Это благодаря ваучерам от одного немецкого сайта. Вот эта сеть отелей и хостелов, там, ну, как бы есть номера как отельные, и есть хостелы на много кроватей. Хостелы там вообще можно за 7,5 евро ночь на двоих, по-моему, жить. Круто. Да, ну вот номер в отеле обошелся нам 33 евро за ночь. Мы жили в этом же отеле этой сети в Венеции вместе, и он был тогда еще дешевле. И поновее. Да, там классный отель, такой современный, высокий, классный. Либо цена ваучера как-то меняется постепенно, либо он просто подорожал со временем, но вот даже не год назад, полгода назад он стоил 79 евро за 3 ночи. Это было вообще шикарно. А сейчас вообще 99. Ну, даже 99. Ну, если он подорожал, то как-то дорого, ну, такой скачок в сумме. Ну, даже 99 евро за отель. Это дешевле, чем мы смотрели даже комнаты на Airbnb. Ну, это был классный вариант. Ну, отель, конечно, не супер новый, но там есть кипяток, там есть бильярд, кикер, там есть какая-то кухня, ну, то есть какой-то... Но там было написано, что можно с завтраками жить. Да. Ну, типа, если хотите, ешьте в отеле в этом. Ну вот. Второй пункт по тратам – это транспорт. Это не считая перелета. Это трансферы из аэропорта в аэропорт, как в Варшаве, так и в Вене, плюс еще проездной на сутки в Вене, который стоил как бы тоже недешево, по 8 евро с человека на сутки. И плюс доехать в аэропорт еще отдельно считается вторая зона. Ну, короче, в целом проезд по Вене нам обошелся почти в 28 евро за все время. Недешево. Да. Плюс как бы доехать нам из Лоди в Варшаву, из Варшавы в аэропорт в обе стороны тоже обошлось больше, чем в 40 евро. Вот неприятненько, если бы мы жили где-нибудь там, где есть аэропорт, да. Ну, у нас было есть, бы, конечно, но, поэкономнее, да. Да. Ну, в смысле, да, у нас есть аэропорт, но он, наверное, не с этого аэропорта никуда не... Да. Поэтому не считается. Да. Следующий пункт – это еда, это именно магазины. За все время мы потратили 54 евро. Мы покупали как мясо, так и сладости, напитки. На самом деле, то есть мы удивлялись очень ценам, потому что мы купили там, ну не знаю, там лимонад, мясо 200 грамм, 2 куска сыра маленьких, и там сосиски, и 20 евро просто ушло. За что? За сосиски и за 2 кусочка сыра? Народ, блин. Вы что такие богатые? Так, после этого посчитаем еще траты на кафе. Это 48 евро 70 центов. То есть почти столько же, сколько на еду из магазинов. При этом мы почти 37 евро отдали за буфет, где можно есть безлимитно. И это была худшая трата в этой поездке. Мы реально жалеем. Да. Но мы сами виноваты, наверное. Ну ладно, ничего, ну что уже, что случилось, то случилось. Будем сами делать. Ну, в Италии мы поели очень классно, в таком же заведении, такого же формата, и мы рассчитывали на что-то похожее. Да. А вот еще 12 евро мы потратили в таком, как бы, фастфуде, но выше уровня, чем просто фастфуд, там с морепродуктами и рыбой. Мы 12 евро отдали, тоже там был купон специальный за 2 больших блюда. Там реально большое блюдо. Рыба и картошка. Плюс кола.
кола напиток и какой-то. соус. Да. Ну, то есть, вообще без скидки эти блюда стоят в районе 10 евро каждое. Там Ну, была да. такая вкусная картошка, ребята. Такая молоденькая, маленькая, с укропчиком. Ура, вообще был улет. Было вкуснее, чем в этом заведении, где мы с уже ели. Да. Предпоследний пункт. И, может, для кого-то удивительно, что он такой не многочисленный по сумме, но это перелеты. Он отнял у нас 45 евро за двоих. Угу. И то это еще не самые низкие цены на билеты. Из Варшавы в Вену мы отдали 29 евро, а из Вены в Варшаву 16 евро. И еще хотела сказать, что мы не платили, чтобы сидеть вместе. Нет, конечно. Да. И сидели Мы не... вместе Да. 2 раза. Потому что 2 раза так оказывалось, что возле меня были пустые места, Да. и мы с Сашей договорились, что если у кого-то из нас будут пустые места, мы просто пересаживаемся. Так оно и случилось на самом деле. И плюс мы еще не платили там же багаж. правила багаж, вот это вот. Да, по правилам очень маленькую сумочку, можно там 40 на 20, да. но все с рюкзаками, ну, С огромными. под сиденье помещается, и никто не смотрит. Да. Некоторые даже там с огромными какими-то Мгм. проходят. Ну, лучше не рисковать, Но мы рискнули. но у нас как бы рюкзаки, если что, можно было ужать. Мы специально выбирали такие рюкзаки, Мягкие. что если что, как-нибудь втиснем Да, толкнуть, в рамку в ну, эту. Потому что Да. штрафы большие за это. Ну да. Ну, не штрафы, а как бы доплата за то, чтобы взять большую прочную платье. Но я не переживала по этому поводу, потому что сколько раз мы летали, постоянно люди с огромнейшими просто, ну реально с огромными рюкзаками. Последние годы эти правила ужесточаются. А люди все равно ездят с такими теми же рюкзаками. самыми Ну, рюкзаками. поэтому я из-за этого не расстроилась. Но Ну, нужно не иметь в страшно виду, было. что иногда может попасться Ну да. злой сотрудник, который Может. скажет, не помещается. А, и еще прикол, знаете что, ребята, у нас ни разу не проверили паспорт. Если мы его забыли дома, вообще бы никто даже не спросил бы. Один его. раз, да. А кто Время спросил? перед посадкой, только Кто? перед посадкой. Сотрудник компании. Мы проходили уже Да? на посадку, на полпути. А, паспорта точно! смотрели. И то, там, Блин, да. а я хотела сказать, что Полсекунды. нет. Да я забыла про это, ребята. Ну да, все-таки один раз Ну, нужно. только вот в последний момент. Мгм. Все время. Ну вот и все. Последний пункт еще развлечения. А, Мы так катались развлечения, на точно. карусели за 10 евро на двоих. Да. Это все. А все остальное было бесплатно. Да, ну. Развлечения. Бесплатно свои ноги ходят. да, на туалет мы смотрят. тратим А, кстати, на туалет мы никогда не тратим, потому что всегда можно найти бесплатно. И плюс мы вам давали там видео, не давали в смысле, а рассказывали видео, где можно найти в центре города, что очень круто. И редко бывает бесплатный туалет. Да. Ребятки, не благодарите. Да? Да, мы постоянно путешествуем довольно Да. экономно. Ну, сейчас уже не так. Мы в первые свои поездки ужасно экономили. Сейчас уже позволяем себе какие-то заведения, Мгм. при этом укладываемся в очень небольшие суммы. А все равно скажи, Саша, вот когда мы ездили, и вот ты говоришь, ужасно экономили, это были одни из самых таких крутых. Это было эмоционально. Да, это было очень круто. Если бы мы тогда снимали, ну, для себя было бы вот вообще классно. Но мы тогда, ребят, не снимали, поэтому об этом вы не узнаете. Нам только вспоминать. Об этом знаем только мы. Да, было классно. Вот так дела. Вот так-то, ребятки. Да? Да. Всё. Так что путешествуйте, если, конечно, хотите, если вам это нравится. Ну, если кому-то Да. не нравится, значит, кто-то не пробовал. Да. Но в любом случае, как говорит великий классик Птушкин, путешествовать того стоит. Да? Так что пробуйте сами, Да. либо ждите новых путешествий от нас. Мы Кстати, постараемся. скоро будет, спойлер, одно маленькое путешествие тоже скоро. Ну а потом там доживем до этого, а потом посмотрим. Все, ребятки, и будем уже с вами прощаться. Спасибо огромнейшее, что были с нами. Плюс еще заходите в Инстаграм, потому что все-таки мы его кое-как, но ведем Периодически. периодически. Плюс там мы тоже записывали наше путешествие. И там есть то, чего нету в Ютубе. Эксклюзивы Да, разные. эксклюзивы разные. Мы старались вести так это, чтобы не совпадало, да? Поэтому, ребятки, что я там говорила? Подписывайтесь, пожалуйста. Ставьте лайки. Ставьте лайкосы и подписывайтесь И на пока. нас. И пока!